Всем привет, народ! Сегодня будем говорить про Telegram-бот Bombi, который недавно раздал у нас airdrop и обещали нам раздать 70% всей эмиссии токена, то есть 7 миллиардов токенов на нас, на комьюнити, но на самом деле это оказалось не так. Давайте начнем по порядку. Перед началом сразу говорю, не заходите в подобные телеграм-боты, не вносите сюда донаты, потому что уже на протяжении большого количества времени каждый проект нас, во-первых, либо раздал нам копейки действительно на дропе, либо нас скинул на донаты, не дал отбить свое, либо вообще соскамились, да, собрав деньги и пропали. Вот, так что не заходите в телеграм-боты, бросайте все это дело. Не заходите в эти подарки и стикеры, потому что это очередной скам, очередная ловушка для простого народа, чтобы содрать с них деньги. Не вносите донаты, не делайте этого, строго-настрого вам это советую, потому что потеряете вы свое время, потеряете вы свои деньги, ничего вы на этом не заработаете, заработают только те самые мошенники, которые все вот это вот создают для того, чтобы разжиться на нас с вами. И давайте начинаем. Есть вот такой вот файл, если нужно, я у себя в телеграм-канале, ссылочка будет в описании, если надо, подписывайтесь. Когда будет выходить это видео, я прикреплю эти файлы, да, чтобы сейчас это все не листать, не читать, потому что это будет долго по времени, вот. Я эти файлы прикреплю, если вам интересно, переходите, изучайте, да, вкратце скажу, что здесь собран материал, который как бы предоставляет пруфы о том, что команда разработчиков Bombi, тот самый Тони, да, там, ну и все вот эти вот ребятки, азиатские, которые нас с вами обманули. Вот. Здесь рассказывается про то, как они это сделали, что именно пруфы приводятся, да, как токены распределялись, куда что уходило, да, что действительно не 70% нам с вами было скинуто, вот, что они там частично гоняли на DEX бирже токены, да, сливали их, получается, нагоняя тем самым ликвидность, оборот торговый и тому подобное. Короче, занимались махинациями максимально. Сами вы все видели на листинге, да, я снимал, мы вместе с вами обсуждали это все, смотрели листинг токена Bombi, да, какая была отвратительная цена, насколько люди все потеряли свои деньги. В основном большая часть людей, кто туда донатил, кто играл в этот проект, получили минуса где-то от 60 до 90% от своих вложенных денег. То есть в среднем около 70, 50, 80 точнее процентов минуса. То есть кто вкладывал 1000, на выходе мог сейчас даже, на данный момент, как и я, вот 1000 я вкладывал, да, я сейчас могу продать только там за 100 с чем-то долларов все свои токены. То есть заложил 1000, получил 100 с чем-то. А также в основном на листинге было. Весь народ вот так вот потерял деньги свои. Вот. И здесь все это приводится все кошельки, куда все, что распространял. Сегодня мы это с вами будем смотреть. Приводится вот эта вот скамная схема с Binance Alpha, да, как они переносили свои активы на PancakeSwap, и как там занимались тоже манипуляциями, махинации с ликвидностью токена, да, и все вот это вот здесь как бы приводится, описывается, приводятся номера кошельков, также вы можете зайти в любой там тон-сканер, да, и вбить этот номер кошелька, да, и посмотреть все вот эти движения, благо у нас крипта, это все открыто, все в блокчейнах есть, все мы транзакции можем посмотреть и отследить цепочки все. Можете заняться, потому что, искать цепочки, выходить на какие-то левые кошельки, да, это очень проблематичная, долгая процедура, да, то есть отслеживать каждое движение, каждой транзакции, куда что уходило, на какой кошелек оседало, да, это все очень сложно. Здесь все это тоже поверхностно описано, вот, и я вам сейчас все поверхностно тоже покажу. Получается, как здесь провелась махинация с всякими пулами ликвидности, и вот как прошло у нас ТГЕ вообще. И здесь как бы все это, весь материал собран для чего? Для того, чтобы доказать, доказательная база о том, что разработчики Bombi, именно команда вот разработчиков Bombi, это являются мошенники. Они обманули именно свою аудиторию, не просто как бы, раздали не очень важный дроп, а именно обманули. То есть фактически путем введения в заблуждение свою комьюнити, да, заработали на этом денег. Это и есть мошенничество, да. Одно дело, когда нам раздают, делают маленькую капитализацию, да, и вроде бы мы с вами не заработали. Другое дело, когда нам раздают, но раздают не то, что обещали, не то, что было написано, да, и все вот это вот комом накапливается. Давайте переходить в тон-сканер, да, и будем потихонечку, буду вам рассказывать, показывать, и будем все вот это движение токенов отслеживать.
Сейчас вы по цепочкам транзакций на том сканере поймете, что мы, во-первых, не получили свои 70% аирдропа, да, 70% токенов, 7 миллиардов, да, во-первых. Во-вторых, токены команды, это вот сегодня я тоже, когда листал, увидел токены команды, которые должны были вроде бы залочены быть, да, на 12 месяцев, как они обещали, что свои токены не залочат и никуда они не будут двигаться, да. Тем самым они тоже нас обманули, движение токенов происходит. На токены, которые были выделены на команду. Вот, движение это происходит. Давайте начнем с этого вот кошелька. Он есть тоже в той записи. Если хотите, говорю, все будет под роликом, как бы прикреплю их, смотрите. Вот, на этот кошелек, он очень подозрительный. Непонятно, кому он принадлежит, да, но на этом кошельке на данный момент находится 2,7 миллиарда токенов. 2,7 миллиарда токенов это почти 27% общей эмиссии вообще. То есть мы с вами получили 7 миллиардов, а здесь треть всего вот этого нашего дропа находится на этом кошельке. Вот. И история этого кошелька. На этот кошелек вот 10 июня, получается, перед дропом нашим, да, было накинуто вот сюда вот 1,5 миллиарда токенов. И потом потихонечку сюда добавлялись вот по миллионам, скидывались токены, скидывались вот с этих вот кошельков. И, соответственно, вот накопилась сумма в 2 с чем-то миллиарда, 2,7 миллиарда токенов. Вот, к чему все это? Идем далее. Если мы перейдем, да, посмотрим, откуда вообще все это поступало, смотрите. То есть кошелек у нас на конце CC, вот они на конце CC. Это вот этот адрес кошелька, вот он этот адрес кошелька. Что по этому адресу кошелька? Смотрите и наблюдайте. То есть у нас 19 мая, понимаете, мая. Вот, на этот кошелек упало 7 миллиардов токенов бомб. Именно 7 миллиардов, что такое 7 миллиардов, да, это не какая-то там цифра откуда-то взята, а это и есть те самые 70% нашего с вами дропа. То есть те 7 миллиардов, которые мы с вами должны были получить по небольшим кусочечкам, вот они упали, эти 7 миллиардов, и вот видите, 10, получается, июня, как той было транзакции, туда упало 1,4 миллиарда. То есть получается, кто-то получил дроп 1,4 миллиарда. То есть все вот эти транзакции, частично все это на бирже, да, перекидывалось, кто куда переводил, да, но есть и круглые суммы по 5 миллиардов, по 5 миллионов непонятных токенов. То есть здесь очень много непонятных транзакций. То есть наш с вами дроп очень непонятно раскидывался. Вот, можете попробовать отследить все эти цепочки транзакций. Это все долго, я это не люблю делать, у меня от этого голова лопается. Вот, но суть такова, что вот 1,5 миллиарда упали, вот они, на этот кошелек. И потом сюда еще падали какие-то непонятные токены. То есть кому принадлежит этот кошелек? Ну, навряд ли какому-то игроку, потому что, видите, по токенам здесь всего находится токен Бомби и ПОК. Токен ПОК, все. Больше ничего. То есть этот кошелек не принадлежит какому-то игроку, который там копит какие-то токены, у него остаются с других проектов, да. То есть сейчас на данный момент на этом непонятном кошельке, на который упали токены именно наши, с нашего с вами дропа, уже 2,7 миллиарда этих токенов. То есть накопилось треть нашего дропа. Вот, что по поводу вообще раздачи аирдропа, общей эмиссии, вот, смотрите, вот этот вот кошелек, с которого переходила, вся вот эта транзакция на распределение всех токенов, основной кошелек, в него аж 26 апреля, то есть ТГЕ, понимаете, насколько раньше было, то есть нас постами всеми, то, что скоро будет ТГЕ, вводили в заблуждение. ТГЕ уже давно было, когда они выкладывали все эти посты, токены уже были сгенерированы, токены были распределены. Нас обманывали уже на том этапе. Смотрите, вот они, сгенерированные 10 миллиардов токенов, и они поступили на этот кошелек, и после этого они начали распределяться. Вот эти 7 миллиардов наших с вами, которые ушли на тот кошелек для распределения нашего дропа. Вот 1 миллиард, судя по токеномике проекта, 1 миллиард, это 10% токенов, они уходили на команду. Вот они ушли на этот кошелек, запоминаем его, ZE, да, по сути. Номер этого кошелька. 500 миллионов токенов. Это токены, которые были зарезервированы для всяких пулов, ну и тому подобное. И 1,5 миллиарда это маркетинг, там, развитие и подобные действия этого проекта. Вот, идем далее. Смотрим. Получается, эти 10 миллиардов, они шагали, опять же, из кошелька в кошелек. То есть, соответственно, вот эти 10 миллиардов поступили вот на этот кошелек, потом были перекинуты вот на тот самый, с которого мы сейчас с вами смотрим. Вот он, FG2, да?
Но до этого он был перекинут на вот этот кошелек AQ. Получается, когда он был перекинут на этот кошелек, было переведено из него уже в тот кошелек, да, и после него распределение. Но потом обратно на этот кошелек вернулись 2 миллиона 222 тысячи 222 токена. То есть, непонятное дело, то есть вернулись обратно какие-то токены на какой-то стартовый кошелек, да, и после чего они были отправлены на биржу MEX. Соответственно, на биржу MEX они были отправлены для чего? Для того, чтобы продать, соответственно, их. То есть разработчики, вот уже скидывая на биржу MEX, да, соответственно, видать, продавали токены, чтобы денежку себе заработать. Мало того, что наши донаты взяли себе, получается, плюсом они, видите, на продаже немножко тоже пытались заработать. Это как-то у нас было 24 июня, вот буквально недавно, да. Идем далее. С какого кошелька пришел вообще весь этот у нас вот платежек? Смотрите, это кошелек у нас, сейчас листну вверх, кошелек у нас НПП, да, по сути. Что такое кошелек НПП? Если мы посмотрим вот по этой транзакции, где мы нас вернемся, то есть это тот дроп, получается, дроп, который мы с вами, кошелек, на который переведены были на наш с вами дроп. Вот смотрите, в конце здесь уходило 8 с чем-то миллионов, да, вот на этот кошелек НППП. Видите, было несколько транзакций совершено на него. Вот он, этот кошелек. Скорее всего, видите, здесь транзакции очень много по 40 бомб получается. Мне кажется, что это кошелек и есть вот этого капибары, да, стейкинга. Нашего с вами стейкинга, вот здесь постоянно каждый час, в течение часа, видите, очень много совершено транзакций именно по токену бомбе. Сейчас здесь всего там 4 миллиона токенов. Понимаете, на минуточку. То есть у меня там только 100 с чем-то тысяч лежит, да, и сколько еще у народа. Мне кажется, это и есть кошелек как бы стейкинга. Кошелек стейкинга. И вот смотрите, если мы перейдем на кошелек нашего с вами дропа, на вот кошелек стейкинга до сих пор вот отправляются какое-то энное количество монет, да, то есть вот 3 часа назад было отправлено 5 миллионов, да, на стейкинг. Запомните, круглая цифра, я же говорил, почему-то очень круглая цифра 5 миллионов, то есть, скорее всего, разработчики закинули, чтобы вот те доллары, которые нам там сейчас дают, нам с вами там, они себе загробастали, вот. Но когда сюда поступило, получается, на этот кошелек, видите, транзакции не было совершено. Вот перед самым листингом, когда открылся, пошли вот эти вот транзакции. Транзакции, то есть получается, это и есть тот самый стейкинг. Но, опять же говорю, этот стейкинг, смотрите, сейчас на данный момент здесь всего находится 4 миллиона токенов, всего 4. Напишите в комментариях, у кого сколько в стейкинге. Мне кажется, нас просто обманывают, нам картинку показывают, что у нас сколько-то там в стейкинге. А на самом деле эти монеты где-то продаются, не знаю, где-то они гоняются, и поэтому очень долгие выводы. Очень много в чатах жалуются о том, что там больше 48 часов выводы со стейкинга идут, по той простой причине, что они торгуют нашими токенами, которые находятся у нас в стейкинге, да, а когда мы запрашиваем вывод, то есть им нужно дождаться, когда цена там немножко упадет, они откупят и вам там кинут куда надо на кошелек. Вот. Идем далее. Вот тот самый кошелек разработчиков, да, на который было вот поступление. Поступление еще 19 мая, да, 1 миллиард токенов. И смотрите, 21 июня этот 1 миллиард токенов улетел. Они должны были находиться залоченными, да, в блоке находиться, и они не должны были их вообще никуда перемещать. Но, соответственно, вот на этот кошелечек переместились те самые токены. Перейдем, если мы сюда, то, пожалуйста, смотрите, максимально непонятный, опять же, кошелек. Сейчас на этом кошельке находится 3,5 миллиарда токенов, 3,5 миллиарда. Ай, это вообще тяжело. Что у нас было? На этот кошелек начали падать монеты. Смотрите, с 21 июня получается почти миллиард, здесь 300 миллионов, да, потом 700 миллионов. Вот 1 миллиард команды разработчиков. Вот 20 бомби, тут опять миллионы, миллионы, миллионы. Мне кажется, этот вот и есть кошелек главный разработчиков, да, на котором они копят свои средства. Сейчас это 3,5 миллиарда токенов, это 50% нашего с вами дропа и 30% от всей эмиссии токена. Вот хранится на этом кошельке. И плюс на каком-то непонятном кошельке хранятся еще 2,7 миллиарда. Итого это почти 6 миллиардов. Это весь почти наш с вами дроп, вы понимаете? То есть у нас осталось, грубо говоря, 1 миллиард на все то комьюнити, которое у нас сейчас есть и у кого находится в стейкинге. Вот, но в стейкинге находится, мне кажется, гораздо больше, так что нас вот тут и даже обманывают. То есть сейчас в руках разработчиков
60% эмиссии токенов. Остальное где-то вот потихонечку все располагается. И вот этот вот кошелек, который должен был быть использован как маркетинговый кошелек и тому подобное, вот он здесь раскидывался, да, на разные биржи, но потом, видите, в обратку опять 500 000 вернулось токенов. Потом, хоп, обратно улетело. Смотрите, циферки какие красивые, да, 11 миллионов, 1, 1, 1, 1, 1. На данный момент на этом кошельке располагается 350 миллионов токенов Бомби. И того почти 70% находится на 3 кошельках. 70% эмиссии токенов, весь наш дроп находится на 3 кошельках. Остальное все раскидано по биржам. И теперь понимаете, насколько им легко будет манипулировать ценой токена. И по сути, если у нас на руках нету сейчас токенов, мы вроде бы как их в стейкинге держим, да, но на самом деле они находятся на кошельках разработчиков проекта Бомби. И если они сейчас начнут этот памп, они наши с вами токены эти сольют, да, и когда мы захотим их забрать со стейкинга, увидев этот памп, мы будем ждать 48 часов, потом какие-то остатки монет будут продаваться, цена будет укатываться гигантско вниз из-за того, что они будут целевать. И нам просто на низу эти откупят копейки, отдадут обратно, скажут, нате, забирайте, пожалуйста, пользуйтесь. То есть они наши с вами токены сейчас прокрутят, заработают на этом деньги и вернут нам опять, когда токен будет стоить вообще копейки. Так что вот такая вот ситуация у нас происходит с Telegram-ботом Бомби. Вот такая вот афера, точнее даже мошенничество, обман, даже не скам, да, произошел у нас с Бомби. Вроде бы проект от КТЗН, да, там вроде бы как бы проверенные разработчики, но на самом деле нас с вами вот так вот кинули через бедро, обманули, да, и оставили без денег. И сейчас на данный момент они просто тупо манипулируют рынком. Сами видели, как биткоин падал, а Бомби у нас рос. Рос он по той простой причине, потому что почти больше половины, даже 70% токенов находятся на руках у разработчиков. Они имеют почти 70% эмиссии у себя на руках и могут манипулировать ценой как хотят. Плюсом они до этого заработали на PancakeSwap, да, на DEX биржах они до этого заработали, обменивая там все это свапы. Получается, и сейчас на пампе заработают, нам отдадут потом наши огрызки, которые будут стоить вообще 2 копейки. Вот такая вот беда, поэтому всегда я вам говорил, что не заходите в подобные боты, не вносите донаты, все это трата денег, времени, и это все сплошной обман, который происходит у нас в Телеграме, как и в данный момент все эти подарки, стикеры и тому подобное. Вот такие вот дела. Пишите в комментариях, сколько у вас по сути в стейкинге на руках, потому что мне кажется, у нас больше миллиарда на руках в стейкинге находится, и нас с вами просто пытаются обмануть. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.